Уважаемые гости, сегодня у нас такой вот необычный видеомост Москва-Санкт-Петербург-Казань. Тема нашего сегодняшнего диалога, я думаю, что у нас диалог получится, как бы это странно ни звучало для кого-то. Хиджаб, свобода выбора или навязанная традиция. И мы поговорим о хиджабе. Затронем Европу, затронем нашу страну, ну и арабо-мусульманский мир тоже. В большей степени мне лично важна ситуация внутри страны, как общество, как ее представители рассматривают хиджаб. И сделают ли они разницу между хиджабом, никабом, паранджой, чадрой, чем-то еще. Вопрос, который мы сегодня поднимаем, он очень острый на фоне того, что творится в ряде стран Европы по отношению к мусульманской одежде. Не буду скрывать такое неоднозначное отношение по поводу строительства мечети в Москве. Разного рода слухи, догадки определенных лиц, они все-таки вносят свой такой раскол в наше общество. Я бы хотела разграничить два понятия – хиджаб и никаб. Хиджаб – это обязанность мусульманской женщины скрывать тело и оставлять открытым кисти рук и лицо. А никаб – это больше традиционная одежда персидских и арабских народов, которая имеет мало отношения к исламу. Но поскольку так сложилось географически, что часть мусульманских народов в мире женщин носит никабы. И вот он явился как раз камнем преткновения во Франции. Во Франции, где никаб запретили этим летом. Причем запретили как политический символ. Это прописано в законе. Не как религиозный символ, а как политический символ. Ранее, в 2004 году, запретили хиджаб только в школах. Но запретили не конкретно хиджаб, а запретили религиозные знаки отличия. То есть большие нательные кресты, головные платки, кипы. Но мы прекрасно понимаем, и Николя Саркози, президент Франции, об этом также сказал, что борется именно с символом исламской религии, с женским платком. Он так и сказал, что мусульманская традиционная одежда, полностью закрывающая лицо и тело, должна быть запрещена, так как она унижает женщин. Но я бы предложила вспомнить историю. Когда-то в Алжире в 50-х годах прошлого века, когда французские колониалисты также пытались установить свои правила на чужой земле, хиджаб стал символом сопротивления французским колониалистам. И вот у вас вопрос сформулирован о том, является хиджаб традицией или навязанной необходимостью. Конечно, хиджаб никому из женщин не навязывается. Это свободный выбор, поскольку хиджаб, это достаточно многогранное понятие. Это не просто женский головной платок, но это еще внутреннее, это воспитание, внутренняя вера, то, что мы называем внутренним хиджабом. В переводе с арабского хиджаб переводится как покрывало. Завеса, которая ограждает женщину от различных, не слишком, может быть, красивых сторон жизни. В древности, когда во времена еще пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, женщины знатные и свободные, не рабыни и не пленницы, обязаны были носить хиджаб. Это говорит о том, что хиджаб все-таки относится больше к чести и достоинству женщины, а не о том, о чем мы привыкли слышать сейчас в СМИ и по телевидению. Сегодня нужно признать, что сильны националистические настроения, они вызваны взрывом преступности, некими движениями, не совсем лояльными правопорядку в Европе, я имею в виду ваххабитскими движениями. У нас во многом протест жителей вызван с отсутствием внятной миграционной политики внутри страны. Это вызывает раздражение. Никто не может доказать целесообразность огромного количества мигрантов. Я, например, за жесткую миграционную политику. Но при этом те люди, которых мы все-таки пригласили и приехали, всей силой закона должны быть защищены нашим законом. Это люди, достойные уважения, если мы их пригласили, они у нас работают. А мы годами давали возможность милиционерам наживаться на них, плохим нанимателям отбирать у них паспорта, платить копейки или не платить их вообще, не отдавая паспорта.
Поэтому сегодня, если мы хотим признать ситуацию, то, ну, наверное, ситуация не в платке. Ситуация в том, что есть некое противостояние, достаточно серьезное. И у нас зачастую взрыв межнациональных усложненных отношений возник все-таки из-за приезжих из бывших азиатских республик. Когда возник разговор, вымываются, не вымываются рабочие места, вписываются они, не вписываются в сегодняшнюю ситуацию в России. И те же проблемы во Франции. Если бы у них не было проблем, которые они зачастую сами себе создали, не очень разумным миграционным законодательством, отсутствием и желанием поселить их, расселить приезжих в общей среде, а не создать из них анклавы, где они, вот, варясь в своем соку, в своеобразном гетто, конечно, выработали некий стереотип поведения по отношению к остальным французам. Поэтому, я считаю, нужно очень четко выставленный диагноз, понимание, что межнациональная рознь в многонациональной стране – это катастрофа. Мы еще с Северным Кавказом не можем, так сказать, уравновесить там положение дел. И поэтому еще раз, Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, где человека принимают только за его человеческие качества. У нас огромные устоявшиеся отношения, я как православный говорю, Русской Православной Церкви по отношению к мусульманскому населению, огромное уважение к нашим братьям-мусульманам. Но сегодняшняя напряженность в национальной среде, в национальной сфере должна получить, все-таки должен быть выверенный, поставленный диагноз, что происходит с нами и что нужно сделать, чтобы это остановить. Сегодня есть межнациональная напряженность. Слава Богу, она не коснулась религии. Руководители и мусульманских религиозных течений, и православных, и католики, и иудеи сумели сохранить вот между собой вот взвешенную хорошую обстановку. Поэтому я считаю, давайте говорить правду, но соблюдая всякую политкорректность. Сегодня дело не в хиджабе, дело в национальной напряженности. Касательно Франции, понимаете, тут Европа, как всегда, выступает вот такой двойной политики, таких двойных стандартов. С одной стороны, очень любят говорить о свободе и демократии, а с другой стороны, мусульманским женщинам говорят: мы будем одеваться, как мы хотим, а вы извольте одеваться так, как мы вам скажем, будете одеваться. Тогда это уже не демократия, это уже общество диктата и тоталитарное общество, когда мне будут диктовать, как мне надо одеваться. Так же, как женщине нельзя приказать одеть платок, это только ее личный выбор. Также нельзя женщине приказать снять платок или одеться так, как кто-то хочет меня видеть. Одежда – это мой личный выбор. На сегодня, если посмотреть в Европе и везде вокруг, мы увидим людей самых разных. Да? Люди там могут изменить себе пол, могут одеться так, как одевается молодежь, каких-то молодежные неформалы, они могут быть там эммами, готами, они могут одеваться как угодно. И никто никогда им не скажет: вы извольте одеться так, как мы вам хотим. То есть наступление получается именно на людей верующих, как господин Ример говорил. То есть наступление именно на веру. Если говорить о криминале, то верующий человек на криминал не пойдет. На криминал и криминогенную обстановку создают именно выходцы этнические, приехавшие, то есть то, что мы называем этнические мусульмане. Люди, которые принадлежат к конфессии чисто формально. Поэтому тут такое разделение не совсем как бы уместно. И второй момент, то, что сказала Лилия, то, что мы обсуждаем сейчас в России, там было решение о запрете никаба. Понимаете, говорить, что мы тоже в России запретим никаб, это то же самое, что сказать, что вот мы в России там запретим ездить на осликах по улице. Вот я за 10 лет в исламских кругах никого в Петербурге в никабе не видела. Потому что это часть действительно этнокультуры арабских стран. У нас ислам свой, российский. Нашим народам, российским, не свойственно ношение этой одежды, поэтому у нас его и нету. Поэтому как бы проблема никаба, но вот для нашей страны она просто не стоит. Мы можем обсуждать то, что произошло в Европе, если нам это столь близко. Полностью согласна с тем, что говорили предыдущие ораторы. Дело, безусловно, не в хиджабах. И я надеюсь, никто, ну кроме, может быть, каких-то не вполне далеких людей, не призывает в России запретить ношение хиджабов,
кстати, и никабов, хотя это действительно, опять же, соглашусь, не является национальной одеждой российских мусульман. Дело не в хиджабе, дело в той политической окраске, которую хиджабизация постепенно получает. Причем не только на Кавказе, но и, например, в Поволжье. Всего несколько лет назад я могу точно сказать, что даже 3,5 года назад, когда я впервые в Казани появился и начала здесь жить, поселилась здесь, такого количества женщин в хиджабах на улицах, безусловно, не было. Это количество постепенно растет. И дело не в том, что оно растет, и это плохо. Я вовсе не это хочу сказать. А то, что под флагом хиджабизации мы видим приход, в том числе и сюда, в Поволжье, радикального ислама, исламского фундаментализма. И через некоторое время в нашем центре мы проводим исследования в рамках проекта «Радикальный исламизм и национализм в Республике Татарстан». Так вот, через некоторое время, к сожалению, я в этом убеждена, если политика властей и общества останется прежней, ситуация здесь будет напоминать ситуацию на Кавказе. Какая она, я думаю, не буду рассказывать. Здесь, говорят, звучала такая мысль, что, мол, и не одна женщина сказала это, что хиджаб – это личный выбор женщины. Извините, но это не совсем так. Здесь, в Татарстане и в Москве, в других городах, возможно, это именно так дела и обстоят. Ну вот, например, возьмем Чечню, которая является неотъемлемой частью Российской Федерации. Я там на себе испытала, что такое платок, есть он на голове или нет. И скажу, это очень неприятное ощущение. Конечно, можно сказать, что, мол, Чечня – это Чечня. Да, совершенно верно, так оно и есть. Чечня – это Чечня. Вот, но нельзя не отметить эту тенденцию, которой... Я тоже могу это сказать именно на собственном опыте. 3 года назад не было и в помине. 3 года назад никто в Чечне этим вопросом не интересовался, кроме, может быть, где-то в отдаленных селах, не знаю. Вот сейчас это проблема. И не замечать эту проблему, это значит закрывать глаза на довольно-таки неприятную реальность, которая, я надеюсь, к нам в Поволжье и вообще в европейскую часть России никогда не придет. Поэтому давайте не будем говорить все время только о политкорректности. Давайте жестко и честно ставить проблемы так, как они стоят на самом деле. Я хотел бы Яне ответить. Яна, вообще-то вы сами себе и ответили. Вы сказали, что хиджаб – это некая форма протеста и некое заявление о своей политической позиции. Но вы не думаете, что когда мы запретим чисто внешнее выявление вот этой своей позиции, то мы только наоборот загоним болезнь вовнутрь. Поверьте мне, вот как врачи говорят, когда врач пытается просто сыпь убрать с тела человека, не понимая, что сыпь вызвана нарушением внутри организма человека, какой-то болячкой внутри, то получается, сыпь-то мы можем еще убрать, но те процессы, которые идут в пищеварительном тракте, мы не уберем. Поэтому, если по чисто формальным признакам мы снимем хиджаб, хотя вы сами объяснили, что дело не в хиджабе, а дело в некой позиции, которую люди, нося хиджаб, подчеркивают свою политическую и религиозную окраску. Поэтому давайте пусть носит хиджаб, а о всем другом давайте говорить, договариваться, идти навстречу. Спасибо большое. Вы знаете, у моей жены есть хиджаб. Этот хиджаб висит в шкафу, и когда она открывает шкаф, естественно, дежурный возглас женщины «нечего одеть». Я говорю, может быть, оденешь хиджаб? Она иногда одевает, иногда нет. Я не могу ее принудить. Тем не менее, мы мусульмане, и лично я не считаю, что хиджаб – это некая обязаловка. Я более чем уверен, что разговор на этом не закончится, но если мы чуть-чуть приблизились друг к другу и чуть-чуть себя и своего ближнего услышали, то я считаю, что наш труд прошел недаром. Всего вам доброго, до следующих встреч, всего доброго, до свидания.